Всем привет, меня зовут Ируша, и в этом видео я буду говорить о том, что огромному количеству женщин, большинству никогда в жизни не встретить мужчину миллиардера, миллионера, богатого. Неужели это непонятно? Всего лишь 5% сфер богатых людей на нашей планете. И когда Наталью Водянову, модель, спросили, сможет ли она полюбить сантехника, она сказала: конечно, только где я его встречу? Вот здесь ситуация со встречей с миллионером то же самое, только в обратную сторону. Ресурсы распределяются очень неравномерно. Представляете, только вдумайтесь в эти цифры. Половина мирового богатства, 47,5%, принадлежит всего лишь 1,5% взрослому населению планеты. Вот так, такие цифры, которые сразу показывают реальные шансы прекрасных женщин. Так эта драка может начаться за них-то, если что. Другой вопрос, нужны ли они этим богатым женихам? Вот сегодня я обо всем этом буду говорить в видео. Есть хорошая новость, хочу обрадовать. Новость: в 2028 году по исследованиям ожидается прилив долларовых миллионеров в размере 56,2 миллионов по всему миру. Так что можно, так сказать, тоже попасть на раздачу, у кого там как-то звезды в небе сойдутся, и Луна с Венерой соединятся и не будут в оппозиции, как это говорят какие-то знающие люди, которые разбираются в звездах и в карте человека. Но женщины готовы пребывать и дальше в этой иллюзии. И, конечно, это очень желанный кавалер, особенно сейчас, в наше капиталистическое время, в которое мы живем. И очень жаль неокрепшие умы молодых девушек, которые, листая запрещенные сети, которые я сегодня также буду говорить, какой вред она наносит как раз-таки с позиции того, как там показана эта роскошная жизнь и как это все расходится с реальной жизнью. И вот эти девушки, они, конечно, загораются этой идеей, видя, что одна живет роскошной жизнью, а она нет. Возникает в голове гениальная идея: если я сама себе не могу ничего позволить из того, что я хочу, можно найти богатенького. Это же супер классно и супер удобно. Но у обычной рядовой барышни подцепить такого богатого практически шансы равны нулю. Когда женщины говорят о том, что мужчина их должен добиваться, с богатым мужчиной это правило не действует. Здесь женщины могут выступать в роли охотницы и сами бороться за сердце и руку такого мужчины. Вот где противоречие женское. Сегодня я буду говорить об этой проблеме, может быть, счастье гораздо ближе, чем кажется, и можно обратить на более реального человека в своей жизни. Не богатого, но богатство его будет заключаться в том, что он будет любить, а не жить в грезах, в которых можно пребывать всю жизнь и так и не встретить этого самого миллиардера, что, скорее всего, и произойдет у многих женщин. Видео я хочу начать с замечательной фразы Антона Павловича Чехова: у богатых людей библиотека, а у бедных телевизор. И то, что показывается в телевизоре, не всегда является на самом деле тем, или в масс-медиа, или в сетях, не является тем, что на самом деле происходит и как происходит в настоящей жизни, по-настоящему. Вы знаете, что есть такое понятие, как индекс счастья? World Happiness Report. Это комбинированный показатель исследовательского центра, который отражает благосостояние людей по всему миру. Лидирующие позиции в этом списке занимают не самые развитые страны. Это страны Латинской Америки, Шри-Ланка, Вьетнам и даже Киргизия. А вот развитые страны Европы, Северной Америки, Японии занимают среднюю позицию. Уровень жизни в большинстве развитых стран оказался низким. Что показывает это исследование? Что большинство людей не хотят разбогатеть.
Они хотят, чтобы в их жизни была крыша над головой, нормальная еда, возможность построить семью финансовая и здоровье. Интересно, что в ряде беднейших стран, например, страны как Африка, люди на самом деле чувствуют себя счастливыми. При этом они не имеют ни нормального жилья, ни здравоохранения, порой ненормальной еды. Там невысокий уровень жизни. Но при этом в этой стране и в ряде других стран похожих очень много глубоких стариков. В одной из беднейших стран очень грамотную политику выбрали правители этой страны. Там очень редко происходит модернизация и какие-то реформы, чтобы не менять привычный уклад людей и природу. Например, внедрение каких-то поступления новых товаров ведет к социальному потрясению и разлому общества. Вот там этого не делают, и многие жители ощущают себя счастливыми. Знаете, еще в людях очень выгодно поддерживать вот эту веру в то, что миф о том, что больших денег надо бояться, это страшно. В этой фразе было, что испытания не только для бедных бедностью, но и для богатых также испытания деньгами. В случае, если миф разобьется, придется делиться с народом. А так, очень хорошая стратегия. Вот фраза тоже хорошая есть. Голод существует не потому, что мы не можем накормить бедных, а потому что никак не могут насытиться богатые. К сожалению, много понтов. Вот, нарисоваться, показать, что есть деньги, что я отличаюсь от других. В то же самое время существует зависть, к сожалению, но присущая. Это как темная теневая сторона человека, которая начинает завидовать. И вообще вот это вот расслоение общества произошло, конечно, потому что сильная очень разница между бедными и богатыми. По данным Forbes, в 2025 году миллиардеров по всему миру 3025 человек поштучно. То есть в 3 странах 50% этих богатых, и среди 17 стран по одному миллиардеру. Представляете, всего лишь по одному. Специалисты какого-то там портала иностранного создали график, где увидели, сколько зарабатывает богатый человек и сколько бедный. Оказалось, что в России бедный человек получает 700 рублей в день, что, мне кажется, иногда даже много. А богатый получает 3200 рублей в день, что, мне кажется, тоже как-то очень занижено, какой-то небольшой разрыв. Все к чему? К тому, что когда женщины поймут, что не встретят они богатого, что огромное количество людей, они не будут богатыми. Соответственно, женщина отказывается от своего личного счастья, от создания семьи, и, возможно, рождение детей только лишь из-за того, что она себе придумала, что хочет встретить очень богатого человека в своей жизни. Была шутка. На пенсию выходишь и начинаешь искать в пансионате своего богатого. Шутка-то на самом деле в ней доля правды есть. К тому, что можно и не дождаться, и можно так вот свою жизнь и пропустить, и свою молодость пропустить, возможность момента, когда можно создать семью. А семья для многих это самое главное в жизни. Только это может понимать человек чуть-чуть попозже. Мне-то кажется, что много интересных, красивых женщин, но почему им не удается выйти замуж? Все кроется здесь. Строена сеть нельзя грамм. Просто бедные люди пускают слюни на то, как живут якобы богатые. Хотя на самом деле все это спектакль, все куплено, за все заплачено, и машина, и букеты, и все остальное, что там показывается, это спектакль, потому что на самом деле по-настоящему богатые люди, они не будут устраивать фотосессии, они не будут ничего выкладывать, того, чтобы что-то доказать, что они богатые. В основном это делают люди либо для продвижения, потому что в соцсетях очень много рекламы,
или какого-то продвижения своего продукта, или продвижения своей личности, какой-то персоны медийной, например. Но по-настоящему богатые люди, они такой фигней, скажем так, заниматься не будут. К сожалению, много людей верят, как, например, когда звезды создают пиар такой, когда пары соединяют для того, чтобы продвинуть тоже, ну, просто для продвижения обоих, чтобы о них вспомнили, чтобы не забывали, чтобы были всегда на слуху, чтобы популярность вот еще больше была, или для, чтобы ориентацию скрыть. Ну, разные причины, и люди такие наивные, они так верят в то, что на самом деле эти люди вместе, а вот здесь в соцсетях все то же самое. Поэтому и приходит в голову женщинам мысль о том, что у одной женщины получилось, а почему у меня не получится? Нужно быть реалистами. И у этих богатых людей есть свои представления о женщине, которая должна быть рядом. Многие, даже если и познакомятся с мужчиной, не пройдут дальше в отбор, скажем так, в следующий тур, потому что женщина эта должна чем-то отличаться, она должна быть с какой-то изюминкой. А сейчас зачем богатому мужчине какая-то бедная девушка, если он может выбрать тоже какую-то со статусом женщину, ну или ровню? Психологи заметили о том, что гораздо проще найти общий язык, когда люди из одного примерно социального круга. Поэтому здесь тоже могут очки разбиться внутрь стеклами у женщин, которые все верят в сказку Золушку, что обязательно принц придет с туфелькой и заберет ее в свое царство-государство. Видео «Игрой в кальмара», сериал, недавно пересматривала, где главный герой потом не притронулся к тому, что выиграл, потому что вот ценой, которую он видел, вот этот весь кошмар перед его глазами, когда уходили из жизни люди, он сопоставил и понял, что цена всего этого не соответствует этому выигрышу, и оно ему не нужно на самом деле, потому что счастливый человек — это тот, кто может радоваться простым и очень недорогим вещам в жизни. Всем спасибо большое за внимание, увидимся уже скоро. Пока!